Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и я давно уже обещала вам рассказать, как формировать у ребенка периферическое внимание, то есть поле внимания. Мы с вами уже говорили о том, что дети с дислексией, они обладают такой способностью, как будто они все время ходят в шорах. То есть у них периферическое внимание вот ровно направлено вперед. Поэтому, когда они ездят там на велосипедах или на самокатах, или просто ходят, они все время кого-то подрезают, все время заходят на траекторию движения того, кто рядом с ними идет. Эта же особенность мешает им читать. Потому что, когда мы читаем, мы вначале видим одну букву, потом две буквы, потом воспринимаем слова целиком, а потом вообще удерживаем большую часть текста, чтобы прочесть выразительно текст и понять смысл, мы должны уже удерживать достаточно большой кусок в своем внимании. Хочу еще раз вам напомнить, что вот как раз формированию хорошего внимания, именно периферического хорошего внимания, мешают все гаджеты. Если у вас ребенок много сидит в телефоне или в планшете, или в компьютере, то поле его внимания само собой сужается. Конечно, лучше всего, если дети смотрят кино в больших кинозалах, где экран большой, и они могут видеть сразу большую картинку. Итак, что же делать, как нам улучшить внимание ребенка? Первое упражнение. Значит, мы просим ребенка вытянуть руки перед собой и смотреть на пальчики. Мы ему сами это показываем, тоже делаем упражнение вместе с ним. Дальше ребенок должен смотреть вперед, а пальчики разводить. И сказать, до какого момента, разводя пальчики, он их видит. То есть такое упражнение можно делать каждый день. То есть все время тренировать. Сначала мы ставим рядышком пальчики, потом разводим и стараемся все увеличить поле внимания все больше, чтобы пальчики попадали, когда они находятся все дальше и дальше от центральной точки. Следующее упражнение. Наклоняя голову вниз, мы поднимаем глаза вверх. Наклоняя голову вверх, мы опускаем глаза как можно ниже. Поворачивая голову направо, мы до предела уводим глаза в противоположную сторону. Поворачивая голову налево, соответственно, в противоположную сторону вводим глаза. И так делаем несколько раз. Это упражнение тоже помогает увеличить поле внимания. Следующее упражнение. Лучше всего его делать на стене. Противоположный ребенок стоит, и на противоположной стене, лучше, если это будет, например, классная комната или доска, мы в центре доски рисуем точку. Дальше рисуем прямоугольник вокруг этой точки. И дальше сама доска. И просим ребенка смотреть то на эту точку, то смотреть на всю рамку, которую мы нарисовали прямоугольник, то смотреть на всю доску. И переключать внимание по хлопку. Хлопок, смотрим на точку. Хлопок, смотрим на рамку. Хлопок, переключаем внимание на доску. Опять точка. Рамка, доска. Можно потом в разбивку. Доска, рамка, точка, доска, рамка. В разной последовательности. С хлопком ребенок переключает внимание. Как определить, переключает внимание ребенок или нет? Когда ребенок смотрит на точку, у него глаза находятся на уровне этой точки, взгляд. А чем шире он берет поле внимания, тем выше у него поднимается взгляд. Вот это видно, он расфокусирован, с одной стороны зрачок, и с другой стороны взгляд поднимается все выше и выше. И чем больше он захватывает пространство, тем выше у него взгляд. Дальше мы просим, если он уже может видеть точку, прямоугольник и доску, мы можем его попросить увидеть всю стену, на которой висит доска. Это тоже очень полезное упражнение для увеличения периферического внимания. Также вы можете делать следующее еще упражнение. Просить ребенка развести пальчики и зафиксировать их. И дальше вы незаметно для него рядом с пальчиком ставите предмет. Вот я поставила лошадь. Надо брать очень крупные предметы. Мелкие человек периферическим вниманием вообще видеть не может. Вот у меня тут лошадь, и я вижу, что она коричневая, что, значит, общее очертание. Я все равно ее не очень хорошо вижу, это нормально. Главное, я ее могу узнать. Другие предметы можно брать, например, у меня тут есть, например, бык.
мы ставим в другой руке быка. Тоже опять так, чтобы ребенок не видел вначале быка, мы его сбоку подносим и просим увидеть, что у меня в руках. То есть предметы должны быть не меньше этого, можно даже больше предметов брать. Таким способом мы тоже увеличиваем его периферическое внимание. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Мы еще не раз вернемся к теме внимания. Пробуйте, экспериментируйте. Ждем ваших лайков. Спасибо, до свидания.